Да. Вот вроде бы живем на севере Германии, а у нас вот персики у соседей растут. А мы все жалуемся. Все-то нам холодно. Всем привет, друзья! Сегодня воскресенье, по-моему, 6 августа. Едем мы с Ирусей покататься на велосипедах и поискать тайнички. Оставайтесь с нами и смотрите это видео до конца. И, конечно, не забудьте поставить лайк. Визуальный осмотр наших коней не выявил каких-то серьезных недостатков, кроме подспущенных колес. И которые сейчас я накачаю. Я Ирусе в прошлый раз заклеил переднее колесо. В принципе, держит хорошо. Я красавчик. Сейчас подкачаем еще мой Рамулю и выезжаем. Привет, наконец-то мы выехали, подкачали колеса, смазали цепи и прямо я доволен, что мы выехали, потому что я работаю неделю, работаю и скучаю очень за велосипедом и думаю, блин, с нашими погодами у нас просто лето закончилось, лета у нас нету, у нас осень какая-то, это ночью 14-12 градусов. Каждый день дожди, ливни просто. Каждый день осень, вот по ощущениям осень. И сегодня 5-6 августа. И такой думаешь, работаешь и думаешь, ну все, больше я на велосипеде уже, наверное, не покатаюсь этим летом. Такой дубак. Смотришь каждый раз погоду на выходные. Я мониторил всю неделю на выходные погоду. В субботу принудили выйти поработать. И, короче, из выходных только воскресенье сегодня. И мы вот сейчас вот 10 утра, и мы выехали наконец-то. Мы выехали, и этому я очень рад. Вот это я хотел сказать, что вообще мы выехали, что есть вообще такая возможность, что погода дала нам небольшое окошечко без дождя. Я уже одел в этот раз крылья, потому что в прошлый раз мы приехали все в болоте, все грязные. Я обул наши велосипеды в крылья. Так что мы теперь едем сейчас с крыльями. По прогнозу погоды стоит дождь с 13 часов, поэтому нам надо до часу дня успеть все найти, прокатиться, погонять на великах, успеть до дождя, потому что каждый раз, каждую нашу покатушку мы мокнем под этими дождями, поднадоело. В общем, сегодня у нас по плану я выписал 6 или 7 тайников. Они там грядой такой прямо в лесу находятся. Недалеко, 12 километров до них ехать от нас. И прямо такой полосой они там в лесу. И хотелось бы сегодня, ну хотя бы штук 5 найти. И все это нам надо успеть до часу дня. Вот такой вот план, друзья, на сегодняшнюю нашу покатушку. Оставайтесь с нами, будет интересно, наверное. Вот мы едем. Ируся прямо сегодня гонит. Сегодня прямо в хорошей форме она, спортивной. Поприветствуйте ее, друзья. Иси, передай привет подписчикам. Ну что? Стесняется. Если у нас, кстати, Гудшайн еще ресторан в этот же, Люда, который подарила, и за что ей отдельное большое спасибо. Вот в этот ресторан Люда подарила нам Гудшайн. И мы обязательно в него сходим с удовольствием при огромном. Не знаю, когда. Если когда мы в него пойдем? В принципе, на следующие выходные. Не, на следующих. А хотя можно, у меня на следующие выходные начнется отпуск. И как начало отпуска будет неплохо. У меня серьезные планы на этот отпуск. Я хочу совершить хотя бы пару длинных вылазок, потому что я буду один в отпуске, и Руся работает. Ну и, соответственно, я могу куда-то подальше съездить.
такие вот планы. И надо бы как бы втянуться за эту неделю перед отпуском. Надо чуть-чуть покататься. Я думаю, может, после работы периодически. Потому что я должен к отпуску прийти уже в велосипедной форме какой-то. Нормальной, чтобы так километров не буду. И Руси пугать сейчас. Ну, чтобы цих километр шафнуть. Едем, друзья, погода уже портится. Надеюсь, мы успеем до часу дня найти все запланированные тайники. Рассказать вам особо нечего. Всю неделю работали. В субботу тоже вчера работали. Единственное, что в субботу вчера мне выпал на работе джекпот. Я в Фейсбуке там писал сегодня утром, отписал заметочку маленькую. Нас по субботам бесплатно кормят. Ну и там на выбор в бесплатную стоимость входит или салат, или йогурт. Я такой взял йогурт, потом смотрю на салат. Блин, надо будет каких-то витаминчиков. Взял витаминчиков. А заплачу, психанул такой. И мне кассирша на кассе такая, я говорю, я взял то и другое. Она такая, пофиг. Короче, подарили мне салат. Красавцы. Люблю за это Нордекса, обожаю просто. И потом еще бери добавку в гуляш, там было сколько хочешь. Рассказываю шепотом, потому что и Руся рядом, чтобы будет смеяться, что всякий бред рассказываю на камеру. Она уже заподозрила, не ладно? Что-то про меня, да? Не-не, только хорошее и положительное. Все только хорошее. Я рассказываю последние новости. Сегодня с утра мы вот суетились с нашими хохбете, не знаю, горшками для цветов, которые мы не могли нарадоваться на балконе. Их затопило водой этими ежедневными дождями. И они превратились в какое-то месиво, болото. Земля завонялась, вода стоит. В общем, это горшки, как я сделал выводы, для домашнего использования, а не для уличного. Потому что они как бы состоят из горшка в горшке. У первого есть дырки, а у второго нету дырок вообще. И вода вся скапливается. В результате все растения, все наши петрушки, всю зелень пришлось выкорчевать, выкинуть. Но весь прикол был вот слить эту воду с этих горшков. Тяжеленный ящик вместе с водой. Вода, земля завонялась. И мы вот это вот с утра перед сегодняшней поездкой проводили этот акцион. Выносили на улицу, выбрасывали эту вонючую землю. В общем, вот такие вот интересные новости, друзья. Да. Еще хотелось бы вот рассказать. Мне, получается, неделю работаешь, складываешь это все, собираешь там свои вот эти вот житейские какие-то истории, никому не интересные. Ну, а мне интересно, соответственно. И на выходные, когда едешь на велосипеде, вот это все я выкладываю. Это никому абсолютно не надо, кроме меня. Ну, вот это вот выговориться. Повод выговориться. Ну вот из последнего сегодня моего гундоса и вообще, нет, не вообще, а просто из последнего моего сегодняшнего гундоса немножко расстраивают просмотры и вообще продвижение вот YouTube канала. Летом сейчас вообще просмотры просто упали. Какие-то смешные, просто там 10, 20, 30 просмотров. Я уже не говорю за лайки и комментарии, этого вообще просто нету. Ну, это немножко как бы расстраивает, но в то же время я рассматриваю это как укрощение некой своей гордыни, потому что ты такой думаешь, блин, да я же вот контент-то не хуже делаю, чем вот этот или вот этот, да у меня же интереснее. А оказывается, нет. То есть, ну, особо никому не интересно то, что я здесь вещаю. Геокешинг там, плюс я там какую-то распаковку дурацкую делаю. Это тоже никому не интересно, потому что это никакая на самом деле не распаковка, а просто хвастовство. Я это все прекрасно понимаю и знаю. И как бы я вижу, что по качеству контента мои там ролики не добивают до того, чтобы там быть популярными. Ну и в то же время я считаю, что YouTube явно недооценивает мои труды скромные. И могло бы быть по сравнению с другими такими же блогерами, типа в кавычках, как я, у меня не меньше просмотров, потому что контент не ахти какой, наверное, я делаю, ну и не такой уж прям отстойный. Я так думаю, я так считаю. В общем, как понятно, что мои гундосы, мои истории житейские, домашние никому не интересны. Ну, это больше, чтобы паузу занять между на пути от дома до тайника. Вот, и как бы
И что я хотел сказать, что это как бы, я воспринимаю это как укрощение гордыни, потому что думаешь, да блин, да я достоин большего, да елки-палки, как так-то? Ну, короче, вот так вот, и я думаю, главное не расстраиваться, а делать то, что наметил, делать, не ожидая взамен ничего. Вот это самое сложное, и вот тут сложно не опустить руки, не перестать этим заниматься. А так как я занимаюсь этим, потому что мне просто нравится, то и как бы есть просмотры, хорошо, нету просмотров, ну и бог с ним. Главное, что это мне доставляет удовольствие. Наши велопокатушки, наши распаковки, спорт домашний, поиск тайников. Это доставляет, ну чувак, погнал. Удовольствие, просто доставляет удовольствие. Я чувствую себя живым, жизнь насыщенной. Ну, а лайки там уже, или недооцененность YouTube, ну, господи, бог с ним. Наверняка я не дожимаю в качестве видео, у меня просто нет ни времени, ни желания конкретно вот заморачиваться с их обработкой, чтобы было все тютелька в тютелька, музыка соответствовала моменту. И все такое. Интересное растение. Вот такое красивое. Какой-то камыш. Пахнет? Понюхай. Ничего себе. Ну как? Ну он уже походу отцвел. Вот это коричневое уже просто отцвело. Это было все белое прямо. А это нельзя нарвать чуть-чуть? Ну вечером. Сейчас как-то стрёмно. Давай пофоткаем чуть-чуть. Орехи еще мы проехали. Вот удивительно, мы вроде живем на каком-то севере, а у нас и персики, и орехи грецкие вон огромные, просто огромные, и черешня, и клубника, все есть. Но мы как-то почему-то считаем, что у нас на севере, у нас погода отвратительная, у нас и виноград, и грецкие орехи. Все. Скажи, Кись, удивительно. Погнали. Вот такая вот красота. Что-то я не договорил по поводу своего канала. В общем, свой канал теперь я рассматриваю как укрощение своей гордыни. Нету просмотров, тем лучше даже. Тем я чувствую себя более целеустремленным человеком, который делает что-либо запланированное, поставленные цели достигает, несмотря ни на что, несмотря на то, что нету отдачи никакой. И, собственно говоря, это все, что я хотел сказать, что я дальше продолжаю делать то, что наметил, то, что запланировал, вести YouTube-канал, искать тайники, ездить на велосипедах, заниматься спортом, домашними силовыми тренировками, рисование, поднимать уровень его и, соответственно, потом прийти к большой цели татуирования. Я запланировал заняться татуированием, и поэтому это еще как бы одна следующая большая цель, но это об этом потом и в следующий раз. А пока что я хочу лишь сказать, что я делаю то, что запланировал, и дальше буду делать. Что бы там кому нравилось или не нравилось это. Кто-то считал мои видео нудными, длинными, неинтересными. Мне вообще пофиг. Я буду делать так, как считаю нужным, как мне нравится, как мне доставляет удовольствие. И в жизни я буду делать то же самое, то, что мне нравится, как мне нравится. То есть я считаю, что вот такой уровень обработки видео, то есть я прекрасно понимаю, что то, что я рассказываю, это никому не интересно, потому что это касается лично меня, и я мог бы там рассказывать какие-то факты, ну, что-то интересное, но тогда мне это не интересно. А я не хочу делать то, что мне не интересно. И я мог бы там заморачиваться больше с обработкой видео, но я не хочу на это тратить времени больше, чем я сейчас трачу на обработку видео. То есть я вот сейчас вот
обрабатываю видео, там у меня уходит на это определенное время. И я считаю это оптимально, учитывая мою загруженность. Больше я не хочу тратить времени на обработку видео. То есть, другими словами, я мог бы заморочиться и делать то, что мне не интересно, но интересно подписчикам, зрителям. Но делать этого не хочу. И больше тратить времени на обработку. Но я этого тоже делать не хочу. Одним словом, я буду дальше делать то, что мне нравится. Ну, если это кому-то тоже будет интересно, то и здорово. А нет, то и тоже хорошо. Все, друзья, мы уже почти подъезжаем к тайнику. Вот такой вот красивый домишко здесь. Осталось 3 минуты буквально, и мы у цели. Первый тайник. Вот мы въезжаем в лес, и он прямо здесь. Наш первый тайничок. Спешиваемся и ищем. Кися, ну их будет, ты понял, да? Штук 6. Кися закатила глаза, но она знала, на что она сегодня идет. Она была предупреждена, поэтому вот так вот. Не принимаются никакие. Альзо! Ты накрашенный нормально? Да, отлично выгляжу. А, да, я что хотел еще пару слов сказать по поводу нашего волшебного напитка, который мы таскаем с собой. Это черный чай с лимоном и с мятой. Еще иногда имбиря. Я не знаю, имбирь я в этот раз не добавил, забыл. Сейчас мы чуть-чуть попьем этого волшебного напитка. Очень горячего. И будем искать тайник. С мятой, кстати, с нашего огорода. Вырубать. И теперь мы начинаем искать. Значит, описание такое. Здесь вы можете спланировать свой дальнейший путь и быстро набрать новую точку успеха. Дополнительная подсказка за бетоном. Вон, наверное. Там бетон. Но это не бетон, это камень. Вон там бетон. Я уже вижу. Вот так это выглядит, друзья. Первый тайник. А, здесь прям это насекомых-то, господи. Та-да, та-та-да. Все, это был первый тайник, самый простой, самый быстрый. Тут, сейчас, подожди. Логбук, книжечка просто превратилась в какую-то месиво, кашу-малашу. Но мы сейчас все равно найдем какой-то здесь местечок и пишем нас на истории. Я пошел за ручкой. Сулик, снимай. Я за ручкой. Я до сих пор дурхенам, да. Дядька какой-то только что на велосипеде такой круг навернул, такой звук назывался, Каны Кельфин. Я такой, нет. Ладно, и уехал. Иногда вот я оторопеваю от этой... Я не могу понять, это Фройдлихкайт или Фрехкайт. Вот когда ты не просишь о помощи, и тебе останавливаются, и типа, вы что-то ищете. Пока я не спрашивал никого, это мое личное дело, что я ищу. Как-то... Это ты фрech, просто. Это я просто фрех, я всех рассматриваю со своей колокольни. Альта Шведа. Они не хотят поменять книжку. Кися, снимай. Вот здесь, смотри, это прям вот тут нас пишу. Если не хочешь, что не подскажешь? А я подскажу. Шестое. 8. 23. Вырубай. Zu Hause. Weiß Bescheid, ne? So, danke. Sagen Sie, das Telefon geht nicht. Dass Ihre Telefon geht nicht. Mein Telefon geht nicht. Ich lasse von netten Leuten mich anrufen. Weiß Bescheid? Gut, tschüss, bis dann. So, danke. Ja, Haben Sie sehr recht, gerne. vielen Dank. А,
Und wir sagen hier immer Blaubeeren. Ah, ich wusste überhaupt nicht, dass hier gibt es Blaubeeren. Ja, hier Ja? dieses Jahr hat sehr viel gegeben. Ah, na, Ja, schön. ne, ich habe auch allerhand. Ich wollte heute an sich nur mal gucken, wo ich eventuell noch welche finde. Haben Sie recht, vielen Dank. Ja, Gerne, sehr gerne. gerne. Schönen Tag. Schönen wünschen Tag wir noch. Ferien oder was? euch. Ja, danke, Dankeschön. danke. Дедушке и Руся, вернее, помогла. Я-то вам фрек всегда и во всем вижу подвоха. Дедушка к нам подошел, говорит, помогите телефон разблокировать. А он у него как-то заблокировался, смс последнее показывает, и все. У него такой старый кнопочный телефон. Мы потыкали, никак. И я такой, ну ладно. Он такой, ну ладно, нет, так нет. То я хотел, Ира, давай его расспрашивать, что к чему. Он говорит, да я хотел жене своей позвонить, что мы я давно unterwegs, типа, и хотел жене своей позвонить и сказать. Я такой, ну ладно. А Ируся такая, так позвоните с нашего телефона. Он такой, да, вы знаете телефон? Да. Ну позвоните, ну давайте. И, короче, он позвонил, сказал, что все в порядке. И так вот прямо Зюс. А я и не туда, я даже бы и не додумался. А Ира такая, позвоните с нашего. А перед этим какой-то мужик, дед здесь на велосипеде такой накручивает круги и такой ко мне, что-то ищете? Опять я повторюсь, помочь мне вам? Вам помочь? Я такой, нет. Ну, блин, что ты спрашиваешь вообще, какое твое дело, что я ищу? Я такое не люблю, вот честно говоря. Пока я не спросила помощи, не надо меня спрашивать. Мы с тобой еще ни разу не были. Так, мы прибыли на вторую дислокацию второго тайника. И он находится где-то в лесу. Никого не справа не слева. Блин, почему мне надо как-то пройти? Иди скажи пройти. Нет, в другую сторону. Надо сначала определиться. В какую сторону такие вот растения, слушай, мне кажется, как домашние есть растения с такими листьями. Что-то такое. А это не ландыши? Ландыш похоже, да. Домашний ландыш. Так, ну а как здесь залазить-то в эти джунгли? А, вот трек идет, да? Окей. Прямо серьезная приколька. Давай велосипеды сюда подгоним поближе. Потому что я за них всегда переживаю, когда куда-то ухожу далеко. И мне всегда вот удивляют блогеры, знаешь, которые где-то в Африке какой-то ездят, в каких-то других странах оставляют велосипед и такие на километр 5 уходят куда-то. А я на 10 метров, у меня уже измена. Так, Азо, Исуля, следуй за мной. Со мной не пропадешь. Прямо здесь лес грибной, мне кажется, грибной.
Я дальше не пойду. Давай еще 10 метров пройти хотя бы. Тут тропинка. Да. Вот этот папоротник начинает, смотри. Он уже в рост человека. Так. Читаемся дальше. Вы можете найти меня в старом лесу. Здесь я нашел маленькое, но безопасное место. Подсказка в середине ствола. О, это будет непросто. А координаты? Если давай мне камеру тогда. А координаты? Ну вот. Вот мы возле них ходим. Где-то там. Где-то там. Иришка уже переживает. Папоротник. Я за этот папоротник рассказывал из-за кабанов. Боится меньше. Дальше 20 метров заходить в лес. Там вот папоротник начинается уже вот тут, про тот, который я рассказывал. В рост человека. 20 метров. 20 метров, кися. Он стоит, зевает и боится дальше заходить в лес. Потому что я рассказывал за вот этот папоротник. Он начинается уже в рост человека с той стороны. И она его боится. Так. Боится в том смысле, что в нем заблудиться легко. Когда сильно высокий, начинаешь, ты ничего больше не видишь, и легко заблудиться. Вот здесь явно, ну, была дорога раньше. Вот по такой заброшенной дороге мы тогда с Эмили вышли, когда заблудились. То есть тут дорога, и пойди пойми, что это дорога. Это старая заброшенная какая-то колея. Вон люди там вон ищут тоже что-то. Сейчас я их напугаю. Грибы ищут. Машина стояла. Вроде какая-то женщина, она сейчас подумает, что я маньяк. Что вот в этом дупле, в этом старом пне тайник, судя по координатам. Да, вон красавчик, банка. Та-да, та-та-да. Тут прямо целая какая-то разбитая статуэтка. Раньше была черепашка. Окей, заполняем логбук. Особо людям с другой страны или с другой геокешинга что-то за неоткрывающиеся дозы. Показать особо нечего, типа там посмотрим, как за рубежом это все выглядит. Это обычные просто кто на что гораст. Обычные банки. Этот логбук уже полностью весь исписан. Так, тут какая-то значочек. Тут вот еще дополнительная бумажечка. Тоже вся исписанная, вообще вся. Мы сейчас... Так, это, кстати, по счету 109 найденный нами тайник. Взял. Блин, сотни людей вообще. Уже... И это только в последнее время. Так...
заполнили. Логбух. Блин, как по-русски-то? То я говорю логбух, а все думают, что это такое вообще. 06.08. Книжка для заполнения, не знаю. Надо у Ируси спросить. Она профессор немецкого языка. Все, друзья, это был 109-й тайник. Вожу его на место и едем дальше. И это лес, который под Ростоком, шикарный лес, большущий.